Всем привет! В этом ролике я покажу, как собирал ультразвуковую ванну мощностью в 200 Вт на двух 40 кГц излучателях Langevin. Такая ванна уже тянет на промышленный образец. Трудностей во время сборки возникло очень много, но обо всем по порядку, так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Некоторое время назад у меня уже выходил ролик про ультразвуковую ванну, но та конструкция имела свои изъяны. Первый и самый важный — это питание от 12 вольт. Приходилось ставить мощный дополнительный блок питания, который понижал сетевое напряжение, а потом только была запитка ванны. А также регулировка мощности происходила неправильно. Мы просто отодвигали резонансную частоту. Таким образом, ключи могли включаться даже при максимальном токе. А от этого был дополнительный нагрев. Поэтому было принято решение переделать ванну и устранить текущие недостатки. Первым делом я попробовал схему автогенератора, так как она самая популярная. Все запустилось с первого раза, но у нее есть свои недостатки. Самый весомый — это сильный нагрев ключей, даже при небольших радиаторах. Я даже увеличивал ток базы, так как думал, что его не хватает, но это не помогло. Тогда я решил сделать управление на специализированной микросхеме для резонансных блоков питания. Но тут у меня не хватило опыта и знаний довести все до ума. В этой схеме происходило перерегулирование. Наверное, из-за того, что в момент открытия транзистора частота моментально улетала вверх, и даже установка конденсаторов не особо помогала. Из-за отчаяния я пробовал сделать управление даже на микроконтроллере. У Atmega банально не хватало скорости работы. А STM-ки я только начал изучать, и поэтому отложил данную затею. Микросхему FABCH пробовать не стал, так как схема получится просто громадной. Потом я решил вернуться к истокам, а именно IR2153, но только с питанием от сети. Такое решение получилось очень удачным. Во-первых, потому что установлены полевики, а во-вторых, есть возможность переключать их в нуле тока, и от этого нагрев минимальный. Рассмотрим схему более детально. Тут видим всем знакомый полумост с одним конденсатором. Управление мощностью сделано через семистр, который ограничивает напряжение, поступаемое в ванну. На этом моменте остановимся подробнее. Семистр у нас включается не с началом синусоиды, а через определенный промежуток времени. Таким образом, в конденсатор поступает меньше мощности, и следовательно ванна работает слабее. Управление можно сделать банальным диммером или, как в моем случае, с помощью микроконтроллера. Работать будет одинаково. Казалось бы, все это круто, но урон, который мы наносим нашей сети при таком диммировании, сумасшедший, так как идут очень большие броски тока в момент зарядки конденсатора. Но я нашел выход и из этой ситуации. Называется он пассивный корректор мощности. Найти такой можно в комповских блоках питания. Он очень похож на сетевой трансформатор. И вот с таким обвесом мы снижаем нагрузку на сеть и делаем более плавную регулировку. Также в схеме присутствует новый элемент – это фазовращатель. Он нужен для того, чтобы настроить колебательный контур таким образом, чтобы фаза напряжения совпадала с фазой тока в контуре. И тогда ключи практически перестанут нагреваться. Единственное, что меня настораживает в фазовращателе – это нагрев резистора. Я уменьшал количество витков трансформатора тока, надеясь, что это снизит нагрев. Но это не принесло результата, так как для совпадения фаз пришлось установить резистор еще меньшего номинала. Скорее всего, я не до конца понимаю принцип работы этого элемента. Больше про основную схему сказать нечего, предлагаю переходить к плате. А их было вытравлено несколько штук, и мне уже порядком поднадоел данный проект. Но все же я его довел до конца. Ознакомиться со всеми печатками можно в файле Sprint Layout. Теперь перейдем ко второй части схемы, а именно схема управления мощностью. Как я уже и говорил, можно применить обыкновенный диммер, но это не наш метод. На микроконтроллере будет лучше. Схему я взял из ролика про EMS-тест. Тут есть все необходимое. Это и отслеживание перехода через ноль, и 5 кнопок управления, куча входов-выходов, и в придачу правильный дисплей с разделительными точками.
Сами платы заказывал в китайской компании GLC PCB. Это крупнейший производитель печатных плат в Китае. Заказ плат очень легкий процесс. Нам необходимо загрузить гербера, указать количество плат, толщину, цвет, и на этом собственно все. Добавляем товар в корзину, и уже через пару недель получаем шикарные опечатки. Так что можете смело пользоваться услугами данной компании. Запаял плату и начал писать ПО. Его тоже частично взял из ролика про EMS-тест. Но сделал все простенько, так как функционал небольшой. Для понимания, как это работает, приложу лог из логического анализатора. Как видим, у нас идут прерывания в моменты перехода через 0. Потом мы включаем таймер, и в зависимости от установленного времени с задержкой открываем семистр. Чем больше установлено мощности, тем раньше откроется семистр. Также добавил сторожевой таймер и защиту, про нее поговорим позже. Прошить контроллер можно с помощью самого дешевого программатора USB ASP. В гугле полно информации по этому поводу. Управление ванной сводится к 5 кнопкам. Центральная — это старт-стоп. Влево-вправо добавить или убавить время работы. А вверх-вниз — это управление мощностью. По истечению времени идет звуковой сигнал и остановка работы ванны. Теперь снова вернемся к основной плате. Тут нас интересуют моточные изделия. Синфазный дроссель можно взять из какого-нибудь блока питания или намотать самому. 12-15 витков на сердечнике UF15. Далее идет трансформатор тока. Он намотан на сердечнике из феррита диаметром 20 мм и содержит один виток первички и 40 витков вторички. Диаметр провода первички такой же, как и у вторички силового трансформатора. Теперь, собственно, сам силовой трансформатор. Рассказывать, как его мотать, не буду. Это есть в отдельном ролике. Номиналы входных и выходных напряжений перед вами. Как выяснилось в ходе тестов, 120 вольт это очень даже много. Уже на 50% мощности потребление из сети составляло 200 Вт. Поэтому можно немного опустить напряжение, допустим вольт до 100. Теперь самый нелюбимый элемент – это дроссель. На него было потрачено кучу времени. Для расчета необходимой индуктивности дросселя можно использовать онлайн-калькулятор. Туда вводим частоту преобразования. Она зависит от лонжевенов. Теперь взял 2 штуки, так как в прошлый раз понял, что одного мало. И частота работы тоже выше, 40 кГц вместо 28. Также нам необходимо узнать емкость излучателя. С помощью измерителя емкости узнаем этот параметр. Когда все номиналы известны, получаем индуктивность дросселя. И казалось бы, возьми, намотай тут дроссель и забудь. Но нет, дроссель это самое слабое звено во всей конструкции. Вы просто посмотрите, как он нагрелся в ходе работы. Что будет в закрытом корпусе, и представить страшно. Тогда я решил разделить дроссель на 2 сердечника, думая, что это даст свой эффект. Но нет, нагрев может и снизился, но после 5 минут работы температура опять выросла больше 100 градусов. Потом я решил намотать дроссель лицендратом. В наличии были только на 90 и 100 жил. Намотал 90-м, хотя требовалось около 40. И это дало свой результат. Температура упала до 50 градусов, а это уже допустимый нагрев. Когда все элементы запаяны, можно приступать к настройке ванны. Желательно включать схему через латтер, тогда понижается шанс выхода из строя элементов. Частоту работы нужно выбирать ниже резонансной частоты контура. У меня стартовая частота составляет 29 кГц. В ходе работы узел захвата подстроит частоту под максимальную амплитуду, а вот фазу придется настроить самому. Для отслеживания тока в контуре буду использовать еще один трансформатор тока. Также нам понадобится осциллограф. Становимся одним щупом на затвор транзистора, а вторым на трансформатор тока. Можем наблюдать вот такую картину. Как видим, фаза тока не совпадает с фазой напряжения. Нам необходимо с помощью фазовращателя найти положение, при котором фазы совпадут. Это и будет самый благоприятный режим работы. Теперь что касается защиты. С самого начала хотел сделать ограничение тока по шунту, но она не заработала и вдобавок выбила ключи. Потом я плюнул и сделал защиту на трансформаторе тока и ресурсах микроконтроллера. Трансформатор тока отслеживает ток в колебательном контуре.
Когда напряжение выше открытия оптопары, она срабатывает, и контроллер тут же вырубает схему. Настраивается этот узел подбором резистора и количеством витков трансформатора. Потом в ходе испытаний выяснилось, что такая защита тоже работает не совсем правильно. При разном заполнении ванны ток в контуре разный и не соответствует потреблению сети. По сути, такая защита тут особо и не нужна. Ключи выбраны с запасом, а если что-то коротнет, то есть предохранитель. Корпус ванны, как и в прошлом варианте, будет из ДСП, так как это самый доступный материал. На лицевой стороне сделан вырез под плату управления. А на принтере напечатана вот такая заглушка, к которой крепится электроника. И в этот раз она не выпирает из корпуса как гематома, а аккуратно спрятана внутри. На заднюю крышку все же придется добавить кулер, так как после 20 минут работы в закрытом корпусе температура поднялась выше разумных пределов. Теперь что касается емкости, в которой происходят процессы. Это, как и в прошлый раз, гастроемкость. Нержавейка — это самый лучший материал для ванны. Излучатели садил на клей. Продается как специальный клей для ультразвуковых ванн. Но нужно учесть тот факт, что он очень быстро схватывается. Поэтому не повторяйте моих ошибок и не пытайтесь приклеить 2 штуки за раз. Электронику лучше всего крепить на фальш-панель. Таким образом не придется в днище сверлить кучу дырок. Ну и напоследок давайте что-нибудь закинем в ванну и посмотрим, как она справляется. Это очень увлекательный процесс, но не будем затягивать эфирное время и закончим наше повествование. И как всегда, спасибо, что смотрите, и до новых встреч! If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you